Всем привет! Hard-use тестирование 3 модификаций ножа Mark 1. Оригинальный Masters of Defense и 2 модификации от фирмы Black Hawk. Для начала проверим остроту. Из коробки Black Hawk. Острый 440C. Тоже острый. Masters of Defense. Это нож БУ. Он был переточен. Ну, тоже относительно острый. Думаю, можно начинать тестирование. Начнем с кабеля. Прорезает, но очень-очень тяжело сказывается толстенное сведение. 440C Black Hawk. Несмотря на то, что сведение на этом ноже значительно тоньше, чем на моде, тем не менее не легче. И AUS 8. У этого ножа наиболее тонкое сведение из всех трех, и режет он лучше всех. Попробуем прорезать и серейторной частью, насколько это возможно. Мод режет. .440C режет. Здесь мне приходится немножко так подрывать на Black Hawk'ах, потому что серейтор сильно отличается от модовского. Ну что ж, переходим к более серьезным испытаниям. Открываем баночку. Мод. Я хочу сейчас показать некоторое преимущество вот этого вот серейтора на банке. То, что вот я сразу заметил, чего не хватает другим типам серейтора, вот с более выраженными такими вот выемками. Когда я вхожу в материал и потом вытаскиваю нож назад, серейтор не цепляется, он не тормозит меня. Мне не нужно вытаскивать нож и прорезать серейтором. Я просто пилю. Потом посмотрим, что случилось с режущими кромками. Black Hawk 440C. Вот здесь вот есть вот этот момент, что серейтор
Я не мог пилить им так же легко, как и модом. Так. Ну и напоследок AUS 8. На. Из всех трех ножей на модификации AUS 8 наиболее неудобный, непрактичный серейтор. Это сразу чувствуется. Так. Посмотрим на повреждения режущих кромок. Значит, на моде есть несколько сколов вот здесь вот. Но это сколы, которые были уже изначально. Как я сказал, нож МБУ. Сколы тут уже были. Каких-то новых сколов нет. Я бы даже сказал, что кромка осталась такой же острой. На серейторной части тоже нет особых повреждений. Далее 440C. Очень неплохо. Есть небольшое затупление. Так вот чуть-чуть отсвечивает свет. Но опять же сколов никаких. Серейтор более-менее в порядке. Есть такие вот небольшие скольчики. Вот здесь вот внутри можно видеть. Вот тут вот. Ну и покрытие. Обратите внимание, покрытие начало слазить. И на моде тоже. И Black Hawk из AUS 8 на удивление хорошо справился с открытием банки, но затупление еще чуть-чуть больше, чем на 440C. Больших каких-то сколов я не вижу. Серейтор тоже относительно в порядке. По сравнению, в принципе, с теми типами серейторов, которые я тестировал до этого момента, на всех трех ножах серейтор меня удивил и порадовал. Значит, проверим остроту. Masters of Defense 154 cm. Прекрасно режет паракорд. 440C. О! Вот затупление, о котором я говорил. И AUS 8 то же самое. Мылит. Мод четко. Вот тут вот сразу и начали проявляться отличия. Двигаемся дальше. Построгаем немножко алюминий. Это настоящее испытание будет для серейтора и для РК. Первым Masters of Defense идет. Серейтором чуть-чуть.
440C. О. Очень бодро вгрызается серейтор RAS 440C AUS 8. AUS 8 больше проскальзывает. Идем по второму кругу. Мод. C. И AUS 8. Я думаю, достаточно. Можно посмотреть на режущие кромочки. Мод без особых повреждений на режущей кромке. И даже серейтор выглядит неплохо. 440C. Затупление усилилось, можно это видеть. Серейтор в порядке. Каких-то сильных разрушений не последовало после этого теста. AUS 8 очень сильно затупилось, можно это видеть. Очень сильно отсвечивает свет по всей длине. Ну, давайте посмотрим на остроту, еще на всякий случай, что нам покажет мод. А мод до сих пор режет паракорд, чуть-чуть вахрит, но режет. Эти два товарища уже не прорезают ни 440C, ни тем более AUS 8. Он вообще мылит. Что мне отдельно показалось в этом тесте, это то, что сталь на моде наиболее твердая из всех. Как-то очень так уверенно он шел по алюминию. Далее по обувающей 440C, естественно, и AUS 8 неуверенно так мылило. Ну что ж, одна из наиболее интересных частей ждет нас далее. Это тестирование замков. Все ножи с замком Button Lock, все имеют дополнительный предохранитель, поэтому я его включаю на всех ножах. Все. Пять ударов обухом, как всегда.
Не, до этого я хочу попробовать следующую вещь. Я хочу просто руками попытаться надавить. Замки держат крепко. Ну, поехали. О. И клинок немножко изменил свое положение. Можно видеть, он уже неровно. При том, что предохранитель до сих пор включен. То есть появился очень большой люфт. Вот можно видеть вот тут вот на стоп-пине. Это было 2 удара. 3, 4, 5. Нож сложился еще сильнее, можно видеть. То есть он выдавливает этот батон-лок. Наверняка внутри произошли какие-то повреждения. Но в принципе он полностью функционален. Есть люфт. После того, как я его разложил и сложил, нож уже не люфтит так сильно, как до этого. То есть он не проваливается. Не пойму, что здесь. Я не могу его сложить сейчас. Все, я не могу его сложить. Это нож. О. И можно сложить, можно разложить. Есть люфт. Но в принципе очень-очень неплохо. И даже превзошел мои ожидания от батон-лока. Далее 440C, модификация наиболее приближенная к моду. Небольшой люфт. После второго удара практически такой же люфт, как на моде. Тоже очень большой. 3. Ну, здесь он уже складывается. Вот. Руками он проходит мимо замка и складывается. 4. Сложился после 3-4 ударов. Замок перестал функционировать, кнопка не нажимается. Я не могу нажать, ее заклинило. Ну и клинок складывается руками. Далее AUS 8. Несмотря на то, что тут тоже есть предохранитель, но в включенном состоянии я могу нажать кнопку и сложить клинок. Вот. То есть вот все. Замок умер сразу. Стукнем еще разик. Все. Нож складывается при включенном предохранителе. Ну и далее удары передней частью рукояти. Ставим на предохранитель. Мод. О, складывается. Хотя посмотрим, складывается ли он
Но его можно додавить, но очень тяжело. Очень тяжело. Можно сказать, что складывается. Ничего не поделать. Тяжело, не тяжело, но складывается. 440C складывается. AUS 8 складывается. Окей. К сожалению, тест на удары передней части рукояти не проходит ни один из ножей. Далее переходим к тестированию кончиков. Оцинкованный металл 0,8 мм. Мод. C Black Hawk. Ну, клинок прям складывается в руках. Пять ударов и AUS 8. Давайте посмотрим на кончики. Мод, опять же, не обращайте внимания на вот этот скол. Где-то полсантиметра от кончика он уже был. Вот на самом кончике есть микро-микро такое замятие, я бы сказал. Вот, наверное, видно. Далее 440C. Здесь тоже есть замятие на самом кончике. И AUS 8 вообще на удивление хорошо выдержал это тестирование. Кончик абсолютно целый. Ну что ж, переходим к оцинкованному металлу 1 мм. Мод. Пять ударов. 440C. Прям страшно работать. Пять ударов. AUS 8. Смотрим на состояние мод. Самый кончик замялся еще больше. Буквально чуть-чуть замялся. 440C. Здесь вот можно видеть на самой режущей кромке пошел замин и затупление. Здесь вот даже такой отблескивающий участок. Я бы даже сказал, режущая кромка на кончике чуть-чуть деформировалась. И AUS 8 продолжает удивлять. Абсолютно целый кончик. При гораздо более тонком сведении,
чем у того же мода. Ну, и перейдем к нержавеющей стали толщиной 1 мм мод. Два удара достаточно. 447. И аус 8. Смотрим. Мод без видимых изменений. Вот это вот микрозамин на самом кончике. И, в общем-то, и все. 440 режущая кромка прям завернулась вот сюда. Вот если присмотреться, можно это увидеть. И аус 8. Аус 8 продолжает удивлять. Практически никаких повреждений. Возможно, самый-самый кончик затупился. Но в целом почти без повреждений. Вот это вот, конечно, настоящий сюрприз. Ну что ж, переходим к ковырянию древесины. Далее 440C. Складывается в руках вообще. О. Аус 8.
Перевернем деревяху. Возвращаемся к моду. Из-за более толстого кончика он изначально не входит так глубоко, как Black Hockey. Все, отверстие есть. 440C. Есть. И AUS 8. Ох. Есть. На всех ножах кончики целые, ровные, но при такой толщине еще бы им не быть. 440C то же самое. С AUS 8 я должен признаться, что последние 2 раза я пробил до бетона и ударил кончиком в бетон. Можно видеть вот эти вот замятия, но опять же, ну да, вот здесь вот такой большой скол, замин. Но это от попадания в стол. Так, все 3 ножа выдержали испытание отлично. Ну что ж, предпоследнее испытание. Рубка. Начинаем с модом. Далее 440C. Замок перестал функционировать полностью. Не, все. При такой работе он AUS 8. AUS 8 прекрасно держит. Даже замок как-то восстановил свою функциональность. Я не понимаю. Ну и мод
принципе, небольшой люфт. Ну, так в целом отлично. И последняя вещь — это батонинг. Поехали. Вот. Прямо в сучок. Отлично. На батонинге чуть не сложился. Неплохо. 440 Си без замка. Ну, неплохо. И AUS 8. О, все, замок умер. Окей. Фух. Ну что ж, проверим остаточную остроту, пожалуй. После нескольких очень легких тестов. Мод. Вау. Кончиком, основанием РК режет продавливанием. 440 Си. Ни кончиком, ни основанием не режет. Где у нас еще был паракорд? Окей. И AUS 8 не режет, но она перестала резать очень давно, еще в начале теста тут, без каких-то сюрпризов. Как промежуточный итог могу
с уверенностью сказать уже сейчас, что оригинальный мод по всем параметрам доминирует над вот этими двумя модификациями от фирмы Black Hawk. По качеству стали это вообще что-то невероятное, но мне кажется, что здесь не только сталь, то есть это совокупность всех вещей, то есть не зря здесь толстое сведение, не зря здесь именно такие спуски. Вы видите, насколько долго этот нож держит свою остроту. Вы видели, насколько прочнее его замок. Он не выдержал все тесты, но он на голову обошел обоих Black Hawk'ов, которые к концу тестирования перестали в принципе иметь механизм запирания. Мод с люфтом, но держит. Руками я его не сложу. Все. Попозже более внимательно разберем эти ножи, посмотрим на них. Возможно, я это покажу, не знаю пока. И посмотрим, если можно их как-то восстановить. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Давайте рассмотрим эти три ножа подробнее. После того, как я их разобрал, то увидел, что здесь безусловно есть что показать. И помимо повреждений, полученных во время тестирования, обратим внимание также и на конструктивные отличия. Потому что, несмотря на некоторое кажущееся сходство этих трех ножей при беглом рассмотрении, разобрав их, ты по-настоящему понимаешь, какая же все-таки между ними пропасть. И начнем, пожалуй, с самого основного. Это конструкция осевого узла и замка. Начнем с модификации Black Hawk со сталью AUS 8. Вот так вот выглядит скрытый металлический лайнер. Втулка осевого винта. Довольно толстая. И вот так вот выглядит втулка баттон-лока. Но основное мое недоумение на данном ноже вызвало даже не это, а конструкция вот этого вот предохранителя, который выполнен из пластика, и функционировать это должно примерно следующим способом. Вот как-то так. Когда вот этот пластик попадает в вырез втулки баттон-лока и должен препятствовать вот закрытию. Ну и я вообще не понимаю, что думали себе конструкции данного замка, потому что, ну, можете видеть, что произошло. Вот это вот полукруглая вмятина, то есть баттон-лок смял этот пластик при первом же ударе. Далее перейдем к модификации Black Hawk с накладками из алюминия. Осевая втулка визуально ничем не отличается от втулки на более дешевой модификации. И вот как выглядит втулка баттон-лока. Здесь повреждения более точечные, но более серьезные. И помимо вот этой вот сумасшедшей вмятины произошла еще одна проблема. Эта втулка, она погнулась, то есть она перестала быть ровной. Вот можно видеть, как здесь вот перекошено под углом. Сейчас хорошо видно. Вот таким вот образом ее погнуло. И далее переходим к
рассмотрению рукояти ножа Masters of Defense Mark 1. Обратите внимание, как, казалось бы, более сложно как-то устроен этот узел, но тем не менее, вот наша втулка батон-лока, на ней есть вмятинки, но совершенно не тех же масштабов, которые есть на Блэк-Хоке, поэтому эта втулка продолжила функционировать до последней минуты. И вот если даже взять клиночки Блэк-Хоков, можно видеть, что на них незаметно вообще никаких повреждений от соприкосновения с втулкой замка. То есть клинок, этот каленый клинок, он просто проминал этот материал. Я не знаю, что это какая-то сталь, но он просто ее пробивал и не чувствовал. Так вот, на клинке Masters of Defense осталась очень-очень заметная такая вмятина. И это говорит о том, что эта втулка — это не какой-то мягкий металл. Это что-то, что по-настоящему могло противостоять стали 154 CM на клинке. Кроме того, в плане осевого здесь вещь, которая меня еще больше порадовала. Здесь конструкция основана на дистанционной втулке. Вот такая вот очень мощная дистанционная втулка. Таким вот образом клиночек на нее садится. Это позволяет иметь конструкцию без шайб. То есть на моде нету шайб. Абсолютно. То есть вот клинок скользит свободно, при этом не стирая накладку. Все это благодаря вот этой вот дистанционной втулке. На Блэк-Хоках, на обоих, шайбы одинаковые. Здесь получается по 3 шайбы на каждом из ножей. Шайбы второпластовые. Значит, с одной стороны толстая и тонкая шайба, и со второй стороны только тоненькая шайбочка. И шайбы, ну, очень тонкие. То есть вот вы видите, отпечатки моих пальцев просвечивают сквозь эту шайбу. Я даже не знаю, в чем их смысл при такой толщине. То есть они просто какая-то паутина. В плане предохранителя на модификации Блэк-Хока с 440C вот таким вот образом выглядит предохранитель. Он не пластиковый. Я не знаю, с чего он сделан, но это не пластик. На нем я не вижу никаких повреждений. Точно таким же образом попытаюсь это показать. Точно таким же образом он должен заскакивать под втулку батон-лока вот таким вот образом. Но, как мы видели, это не особо помогло. На моде этот предохранитель еще более мощный и крупный. И на нем остались отметины. То есть вот он реально держал эту втулку батон-лока. Становится сюда таким вот образом и заезжает под втулку. Можно видеть, насколько он
большую площадь он закрывает. В общем, конструкция ножа Masters of Defense меня очень сильно удивила в хорошую сторону. По-настоящему вот продуманный такой мощный механизм. Здесь вот, что я отметил еще на Black Hawk South 8, здесь вот есть еще упорный штифт какой-то дополнительный. Не знаю, для чего он служит, но как-то так. Конструкции ножей Black Hawk крепятся на 6 винтах. Masters of Defense крепится на 5 винтах. Отличие вот здесь вот в этом месте, здесь вот есть винтик, тут у нас нету. Все, кроме этого, все одинаково. Ну и в Masters of Defense из-за наличия осевой втулки у нас здесь 2 винтика, которые стягивают всю конструкцию. Вот так вот. А на Black Hawk'ах это, соответственно, обычная осевая втулка с винтиком. Фиксаторы резьбы на Black Hawk'ах не было. И все вот эти вот винтики довольно сильно разболтались во время теста. То есть выкручивал я их совершенно без усилий, практически одними руками. За Masters of Defense не скажу, потому что этот нож уже юзанный. Ну все, понимаете, вот это вот, когда даже сравниваешь это, ты видишь, насколько здесь все так вот более сложно с одной стороны, с другой стороны, ну, как по мне, так гораздо более надежно. Каждая деталь, она крупнее, она толще, то есть вот этот вот предохранитель, да, вот справа Mark, слева Black Hawk, да, вот эта вещь. Даже, не знаю, вот этот вот несчастный шарик, который здесь вот внутри, здесь такой шарик для фиксации клинка, то есть вот посмотрите на размер этого шарика, вот там вот внутри тоже шарик под предохранителем, и он там такой мелкий шарик. Вот шарик мода. То есть он, ну, в 2 раза больше. Понимаете? То есть вот каждая деталь сделана вот с настоящим таким вот честным запасом. Black Hawk это все уже больше экономия средств. И мне кажется, что результаты теста вот напрямую показали зависимость того, насколько прочен будет нож в работе, от того, что у него на самом деле внутри. Чудес не бывает. Все. Теперь осталось их собрать и поточить. Пока. Бай-бай. Ну и давайте посмотрим, что мы имеем после окончательной сборки всех 3 ножей. Поврежденные втулки баттон-локов починить было невозможно, но то, что я сделал, это провернул их, подставив под клинок неповрежденную часть. Таким образом, на модификации Black Hawk South 8 мы имеем крепко держащий замок, но при этом абсолютно бесполезный предохранитель.
который был уничтожен клинком. И сейчас, то есть в закрытом положении, можно спокойно нажать кнопку и открыть нож. Но при этом замок относительно функционален. На модификации ножа Black Hawk со сталью 440C мы имеем самую печальную ситуацию с тем, что замок перестал функционировать вообще. И это результат того, что втулка батон-лока изогнулась, и пружина просто не в состоянии ее вытолкнуть. То есть она постоянно остается в зажатом состоянии. Вот так вот. И Masters of Defense Mark 1 остался с функциональным замком. Есть люфт вертикальный с функциональным предохранителем, который держит кнопку. Есть люфт, но нож не складывается. И таким образом Masters of Defense, я считаю, полностью отстоял свое звание первого и наилучшего Марка 1. Но далее, совершенно неожиданно, так случилось, что Black Hawk South 8 остался гораздо более функционален, чем его брат с 440C, на котором замок просто умер. Точить эти ножи я не стал. Оба Black Hawk уедут в гарантийный сервис. Проверим, как работает у этой фирмы. А Masters of Defense уедет к человеку, который предоставил этот нож на тесты, за что ему огромное спасибо. К сожалению, очень жаль, что нельзя как-то послать этот нож по гарантии и немного привести его в порядок. Потому что, мне кажется, он с достоинством выдержал все испытания. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.